В родах различают три периода. Первый период, или период раскрытия, начинается с момента наступления регулярных схваток и заканчивается полным раскрытием шейки матки и излитием околоплодных вод. Схватки – это регулярные ритмичные сокращения миометрия. В области дна матки образуется водитель ритма сокращений. От него возбуждение распространяется на тело и нижний сегмент, охватывая весь миометрий. При этом последовательно по убывающей сокращаются дно, тело, нижний сегмент матки. Изучение сократительной деятельности матки осуществляется с помощью многоканального динамоутерографа. Датчики прибора расположены в области дна, тела, нижнего сегмента матки. Записывающее устройство дает возможность анализа частоты, силы и ритма сокращений. Каков механизм раскрытия шейки матки? Анатомическое строение мышечных волокон миометрия приспособлено для запирательной функции во время беременности и для раскрытия шейки во время родов. В области дна и тела матки преобладает продольное и косое направление мышечных волокон. В области нижнего сегмента и шейки – циркулярное. При сокращениях продольных и косых волокон – контракция. Происходит перемещение циркулярных волокон нижнего сегмента шейки вверх – ретракция, что приводит к растяжению шейки матки. Этот процесс называется дистракция. В совокупности эти процессы обеспечивают сглаживание и раскрытие шейки. У первородящих они последовательны. При повторных родах сглаживание и раскрытие шейки матки происходит одновременно, что значительно уменьшает продолжительность первого периода родов. Одновременно с раскрытием шейки головка плода вместе с нижним сегментом матки опускается во вход малого таза и плотно закрывает его. Образуется пояс прилегания. В результате этого процесса воды делятся на передние и задние. Нижний полюс плодных оболочек и заключенные в них передние воды называются плодным пузырем. При полном раскрытии шейки оболочки разрываются, передние воды изливаются. Задние воды сохраняются до конца второго периода родов и выполняют защитную роль для плода и матери. После излития околоплодных вод врач обязан немедленно сделать влагалищное исследование и определить акушерскую ситуацию, степень раскрытия шейки, характер вставления головки, продвижение ее по родовому каналу. Роль врача в ведении первого периода родов заключается в постоянном наблюдении за общим состоянием роженицы, частотой и силой схваток, продвижением головки по родовому каналу. Врач выслушивает тоны сердцебиений плода, подсчитывает их частоту, определяет ритм. Более точные данные о состоянии плода получают с помощью фетального кардиомонитора. Этот прибор дает возможность по колебаниям частоты сердцебиений плода следить за его состоянием. Ведение первого периода родов не ограничивается только наблюдением за роженицей и плодом.
Схватки у большинства женщин сопровождаются болями. Поэтому важным компонентом ведения родов является их обезболивание. Женщина должна уметь правильно вести себя в родах, применяя методы психопрофилактического обезболивания. Большинство рожениц нуждается в медикаментозном обезболивании и введении спазмолитиков. Для этого применяют промедол, ингаляции трихлороэтилена, трилена, закиси азота. Одновременно вводят спазмолитики, седативные средства. В акушерстве нашли широкое применение немедикаментозные методы обезболивания, электроанальгезия, иглорефлексотерапия. Обезболивание сохраняет силы женщины, ускоряет течение родов, предупреждает травматизм матери и плода, кровотечение в послеродовом периоде.